Vontar X5. Да, вот он сейчас подключен к моему, скажем так, стенду тестовому. Я его тестирую, Vontar X5, на процессоре iMlogic S905X5M, но только модификации S905A. А это уже ARM V9, и с этим связаны некоторые интересные моменты. Например, 64-битная система, но не торопитесь радоваться. Сейчас будем разбираться, что же за чудо у нас получилось с 1000-мегабитным LAN. Поэтому на канале Технозон, Vontar X5. Поехали. Технозон. Короче, так, мы на Алиэкспрессе. Стоит он действительно вменяемых денег, за какие-то новые технологии $49,5, да, там именно с пультом G10, но это бесполезное занятие, потому что у него и так пульт нормально себя чувствует, тут и с аэромышкой, и с голосовым управлением. Я не думаю, что его стоит менять на G10, либо дополнительно пульт какой-то брать, не знаю для чего. В целом, что они заявляются, то, что они вот и пишут, видите, S905A, S905X5M, чуть-чуть другая модификация, сразу предупреждаю, на G310 V2, Android 14, тут у нас пошло гигабитный Ethernet, Wi-Fi 6, тут очень много всего понаписывали, 4K Ultra HD, и тут вот знаете, что самое интересное, есть HDR10, да, 6 нанометров процессор, это все красиво, и AV1 кодек тоже красиво. Но извините меня, в 2026 году выпускать TV-бокс без Dolby Vision, ну такой себе уже мувитон. Хотя он имеет право на жизнь. Samsung и старые телевизоры никто не отменял. Так, какие-то кастомизации, UI-баттоны, вот апдейты. Короче, кстати, апдейт он действительно получал. И с этим связаны некоторые моменты. Слушайте, ну все, ссылки в описании под видео. В принципе, можете переходить, посмотреть актуальную цену. По портам сразу говорю, смотрите, HDMI 2.1, как они заявляются, выход 3.5, есть у нас LAN RJ45 на 1000 мегабит, SPD-вчик, питание и у нас две USB-шки 2.0, никаких 3.0 в данном случае нет, спереди у нас часики. Сам по себе пульт, кнопки, YouTube, тут Google Play, Prime Video, Disney, не знаю зачем, голосовой поиск и аэромышь. Ну и тут мы с вами переходим уже конкретно на TV-бокс. Конечно, вот эти вот, не знаю, интерфейсы счастья оставляют желать лучшего. Говорю вам честно, есть как есть. Сразу хочу вам сказать, чтобы вы не обольщались, 64-бит система это немножечко наказание. Потому что, например, если я попробую запустить AIDA 64, то мы увидим вот такой вот эффект. Она просто выключается. Да, так и есть. А теперь смотрите, я вам сейчас покажу еще один момент. Дело в том, что это по сути HK One Airbox X50. То есть это Vontar X5, тот же самый. И есть 32-битная прошивка. Я вам скажу, что лучше ее прошить на 32-битную прошивку, потому что 64 бит работает в крайне нестабильно. Потому что, кстати, есть еще C9 Zoku Ultra. Это его вот, клон, да, по факту. И самое плохое в 64 бит это именно то, что изначально, даже Google сейчас пишет именно свой Google Streamer 4K, он держит на 32 бит системе. Почему? Потому что драйверов нормальных 64 бит нет. Их никто не пишет, никто не дорабатывает, потому что они абсолютно имеют старый код еще с первых версий. И никто улучшать пока не стремится для того, чтобы не терять совместимость. Как только ты что-то улучшаешь, получается ситуация help, ситуация SOS. Теперь смотрим по тому, что у нас внутри. У нас здесь 4 ядра, кэши расписали, нас это не сильно волнует. Давайте посмотрим по GPU Mali G310, по памяти 4 на 32, хорошо, по хранилищу, да, 32 у нас. Android 14, и больше мы ничего посмотреть не можем, потому что стандартные наши, скажем так, средства обработки, именно диагностики не работают. Давайте посмотрим, какой у нас тут Play Market, а у нас тут чистый Android на Play Market, Android TV. Сюрприз, да? Ну, есть как есть. Давайте установим сразу интернет-спид-тест и проверим Wi-Fi. Вот то, что мне хочется понять, есть ли здесь 1000 мегабитный LAN. Давайте сразу его открываем. И стартанем тест. Сейчас мы тестируем 5 ГГц, как они заявляют, Wi-Fi 6. Подключены мы на 10 гигабитную линию, на роутер Xiaomi BE 10000. По интернет-спид-тесту мы имеем, ни много ни мало, 200
6 мегабит на загрузку. Кстати, не я один заметил посредственную работу Wi-Fi. И честно вам скажу, для меня вот Wonder X3 это был какой-то эталон на Logic S905X3. С прошивкой Югус, которая портирована туда была. И там можно было получить очень даже неплохо. Wi-Fi, ну вот такой вот он есть. 206 на 239. Давайте LAN RJ45 проверим, чтобы вы понимали, что действительно есть у нас такая скорость на нашем канале. Так, а ну давайте посмотрим, подсоединился LAN RJ45. Все, есть LAN RJ45. Стартуем LAN RJ45 и посмотрим, сколько он вытянет по факту. А ну давайте пингуем, стартуем. 100, 155, 217, 285, 300, 350, 369. Ну, здесь 1000 мегабитный LAN честный. Тут уже все зависит от самого теста. Так как мы ничего на этом 64 бит запустить не можем нормального, то тут уж есть как есть. Давайте на выгрузку посмотрим. 526, 601. Тут все хорошо. Есть у нас 1000 мегабитный LAN, и как бы все мы это подтверждаем. Давайте мы сейчас все выйдем. 2,4 ГГц обязательно проверим. Это как бы такая супер обязательная дисциплина. Знаете, последнее время вообще не хочется заниматься сырыми ТВ-боксами. Вот вообще заниматься. А таковым я данный бокс и считаю. К 2.4 подключились. Хорошо. Давайте стартанем тест 2.4 и получаем, знаете, выше среднего. Хорошо. 2.4 выше среднего. Ну, сейчас посмотрим на выгрузку. 1000 мегабитный LAN честный, 5 ГГц посредственный. 200 мегабит в 2026 году при заявленном Wi-Fi 6. Это, откровенно говоря, слабовато. 72 на 38 хороший среднестатистический 2,4 ГГц Wi-Fi. Я включаю 1000 мегабитный LAN, будем тестировать на нем все оставшееся время как самый быстрый, скажем так, источник интернета для того, чтобы понимать максимальные возможности. Сами по себе настройки, они нам ничего не преподносят интересного. Есть обновление системы, оно обновлялось. Объясню почему чуть-чуть попозже. Об устройстве Wonder X5, версия Android 14. Давайте экран и звук. Тут ничего для нас интересного. Ну давайте поставим 4К 60 FPS. Есть, да. Для того, чтобы мы тестировали нормально. Теперь расширенные настройки экрана. Ну, здесь у нас есть, конечно же, адаптивный HDR. Dolby Vision нет. В расширенных настройках звука все абсолютно стандартно, ничего. И есть вроде бы автофреймрейт. Тут очень интересно, как это работает. Ну, давайте поставим Vimeo Media Player, посмотрим, что диагностика покажет. Идем, смотрим диагностику и видим, да, автофреймрейт есть. Что самое интересное, вы видите здесь в строке аудио DTS декодер, DTS HD декодер, но тут закрался один немаловажный аспект. И именно если с мультимедиа начинать, если мы уже начали по объемному звуку, который он по идее поддерживает, кстати, он читает и XFAT, и NTFS диски, тут вопросов нет, то по тестам звука мы и пройдемся. Дело в том, что здесь есть Dolby True HD в пробросе. Не вопрос, он действительно работает, на ресивере вы его видите. Есть Dolby Digital Plus, и это тоже действительно плюс данного ТВ-бокса. А вот когда начинаем включать DTS HD Master Audio, вы сейчас видите вставку, что если DTS HD Master Audio 7.1, либо DTS-X, ТВ-бокс уходит в перезагрузку. DTS HD Master Audio 5.1 отрабатывает, и DTS у нас есть. Хорошо. Теперь дальше. HDR10 ролики, он спокойно, LG New York 4K, высокобитрейтные фильмы, видео, имеется в виду высокобитрейтные ролики, проигрывает, ну, как бы так, без проблем. Однако наличие USB, опа, он ушел в перезагруз прямо у нас на обзоре. Потому что мы проиграли HDR ролик на SDR рекордере. Вы видите это сейчас своими глазами, мы ничего скрывать не будем. Все должно быть абсолютно правдиво, хорошо. Вы видите сейчас вставку, да, он и при подключении к HDR телевизору проигрывает HDR. Давайте мы подтвердим сейчас вот эту вот особенность. Вообще я вам сразу говорю, при покупке надо ставить 32-битную систему, проиграть хотя бы SDR-контент. Вот, SDR-контент проигрывает, да. Пожалуйста, давайте попробуем еще проиграть какой-нибудь HDR-контент. 3 Luminous, но 3 Luminous это SDR контент, вот вы посмотрите, да, он проигрывает, при этом мгновенно. Давайте Sony Veils and Tonga, это HDR, все, здесь проигрывает, ну что это такое? То есть есть фантомная, ну может быть сейчас LG New York 4K запустится,
Вот, а он сейчас запустился. Есть фантомные перезагрузки при использовании 5.1 звука, именно 7.1 звука в DTS, так уж точно он перезагружается, он для этого не подходит. И как он себя поведет в других плеерах, честно говоря, ну, не знаю, вот это я не могу обещать, что это будет работать отлично. По YouTube мы столкнулись с двумя проблемами. Когда получил, была старая прошивка, и он изначально, TV-Box был заблокирован для YouTube. Есть как есть, говорю тоже всю правду. Но пришло сразу же обновление, я написал в Вонтер, говорю, а что такое? Они говорят, а вы обновите, там новое обновление, и все будет работать. Смотрите, ну вы сейчас видите вставочку, 4К HLG он тягает без проблем, но при этом есть определенный момент там, визуальных артефактов при проигрывании 4К, если вы включаете меню. То есть тут как бы есть такой момент интересный. Ну, только при подключении к большому телевизору. При этом он проигрывает его без дропов, как в SDR, в HDR. То есть тут хорошо. Вот по YouTube как бы вопросов нет. И он действительно работает. Но с учетом того, что он уже раз блокировался для YouTube, я не могу гарантировать, что он не заблокируется в будущем. Потому что YouTube сейчас массово, допустим, блокирует такие TV-боксы. Но это не значит, что не будут работать сторонние клиенты. Вы это должны понимать. То есть не значит, что если заблокирован официальный YouTube клиент, то все, уже TV-бокс можно выбрасывать. Нет. Конечно, примечательно то, что они сделали AISR. Да? То есть у нас AIPQ есть. Ой, это не туда пошли. AIPQ, AISR. Да ну вернись ты. Вот эта мышь, короче, включается постоянно. В разделе Picture, AIPQ, AISR. Давайте включим AISR демо. Давайте, слева будет показано. И включим просто-напросто обыкновенный YouTube с каким-нибудь битрейтом низким, выставим просто-напросто видео мое какое-нибудь, чтобы не было притязаний. Я вам сразу скажу, работает он или нет. Выбираем мое видео и выбираем разрешение. Давайте поставим какое-нибудь, например, 720p. Работает. Left это справа это 720p, да, у нас слева, ну давайте на начало ролика, заработал. Хорошо, да, разница есть, и действительно справа это базовый 720p, слева это AISR рабочий. Хорошо, сделали, молодцы. А по OTT сервисам и IPTV, ну тут есть такой интересный момент. Дело в том, что тоже я на некоторых именно IPTV плейлистах высокобитрейтных получал иногда фантомные перезагрузы. В основном на многоканальных именно каналах при использовании ресивера. Без ресивера у меня таких вопросов нет. На OTT сервисах обыкновенных вообще без вопросов работает все идеально практически. То есть мгновенно переключается, как вы сейчас видите. Но, к сожалению, нам приходится скрывать такой контент. Тут уж есть как есть. Обязателен тротлинг тест. Стартуем его с базовой температуры 56 градусов. Я сейчас сделал вот вам окошко тестовое и запустим и посмотрим, что нам покажет тротлинг тест. Вернемся через пару секунд, когда он закончится. Ух ты, как он начался, интересно. Но это могут быть артефакты из-за самого окошка, хотя не должно быть так. Ну, в общем, есть как есть. И температурка сейчас всего лишь 58 градусов. Но почему-то частота у нас прыгает. Ладно, дождемся конца теста. Хотя, вы знаете, возможно, это просто-напросто артефакт, но производительность его, ну, на самом деле, видите, она скачет вверх-вниз. Я думаю, что это просто-напросто погрешность прошивки. Температура-то приемлемая, 59 градусов, и ничего такого 60, и ничего такого в ней, как бы в этой приставке нет. Ну, ладно, давайте ждать. 2,5 держится, а вот производительность прыгает. Это говорит все-таки о каком-то внутреннем тротлинге в плане не частотном, а производительном. Он пропускает такты. Тут уж нужно смотреть. Ладно, ждем конца теста. Итак, тротлинг-тест закончили. Давайте я вам покажу сам по себе график. Он артефачный. На полную свою производительность он не выходит, процессор, чтобы вы понимали, всего лишь 3 пика в полной производительности, и максимально он набирал 83022 джипс. Температура нормальная, 64 градуса, 2,5 ГГц. Но вот эта вот проблема 64 бита. Максимальной производительности на данном ТВ-боксе вы не получите.
тут уж есть как есть. Никаких Netflix'ов, никаких Праймов и Диснеев официальных вы тоже здесь не получите. То, что вы здесь увидите Миракаст, ну да, он кастит. По подключению имеется в виду, вы должны закастить сюда. Ну, сейчас попробуем вообще, мой Google Pixel сможет сюда что-то закастить или нет. А ну, сейчас мы... А он не хочет трансляцию включать. Это только как беспроводной монитор использовать. Ну, пиксели сюда точно не подключатся. Для пикселей нужен Google Chromecast, а его, к сожалению, нет. Поиграть на таком ТВ-боксе, да можно что-то поиграть даже, не знаю. Ну, он на максимальную производительность не выходит, хотя он и не греется, да, особо. Но сам факт. Во время просмотра, чтобы вы понимали, Throttling-тест это показательный тест. Во время просмотра он не задействует графику. Максимальную производительность, максимальный нагрев, все, определила геймпад, мы сможем с вами получить, например, в Асфальте 8, если он запустится, кстати. Сейчас посмотрим. Установить Google Play игры. Установятся Google Play игры? Ладно, сейчас посмотрим тоже. Давай. Ну... Все, пошла установка. Честно вам скажу, 64 бит, не радуйтесь. Максимальной производительности нет. Совместимость плохая. Иногда рандомные перезагрузки. Будет ли сторонняя прошивка на 64 бит? Slim, например, не очень охотно делает 64 бит прошивки, если делает вообще. Напишите свое мнение по этому поводу. Давайте сразу гоночку, мини-игру включим и посмотрим максимальную температуру, которую мы здесь достигнем. Вообще действительно неплохо держится, 62 градуса на текущий момент. И тут в принципе тоже все нормально. Mali G310 немножко мощнее, чем 31, который был. Хотя я не исключаю каких-то проблем с рандомными вылетами в конечном итоге. Хотя вылеты не из-за перегрева. Да, работает. Да, можно поиграть, если вы что-то сюда можете втулить. Но прошивка сыровата. Возможно, со временем доработают прошивки, но я думаю, что дорабатывать будут конкретно 32-битную версию с HK Airbox X300, как там он, X50, да, Airbox X50. Вот оттуда это уже и будет. В целом, я вам скажу мои выводы. Давайте я остановлюсь сейчас здесь. Вот. Ой, не-не-не-не-не, как остановиться? Ну, давайте сделаем основные выводы. Что я могу сказать? ТВ-бокс советовать однозначно я не могу. Когда доработают прошивки, при этом желательно 32-битные, работать будет немножко лучше. На форумах отмечают, что 32-битная прошивка работает от HK Airbox, работает стабильнее, и это факт. Поэтому я свое мнение сказал, вы все видели. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.